Всем привет, я Марина и с вами Школа Сакрамел. На канале есть видео маникюр на коротких ногтях, где мы выполняли запечатывание, ногти, на которых ничего не держится. Прошел месяц, настало время коррекции, ко мне пришла Алена, посмотрим, как проносилось покрытие, к тому же вы просили снять продолжение. Посмотрим, как же проносились эти ногти. Им около 1 месяца. Видим, что покрытие отросло. На 2 ноготочках скололся гель, но на остальных продержался хорошо. Я на самом деле приятно удивлена, потому что до этого у моей модели все плохо держалось. Ногти, напоминаю, были истонченные, гель-лак сорван. В общем, сегодня будем выполнять снятие этого покрытия, новый маникюр. Изменим форму. Такая работа нам сегодня предстоит. Снимаю старое покрытие при помощи твердосплавной насадки с зеленой насечкой. Вижу, что есть небольшие отслойки по боковым сторонам. Подсекаю их носиком фрезы и аккуратно убираю. Самое главное, такие отслойки ни в коем случае не отдирать, потому что они будут ходить вместе с частью ногтевой пластины. Я рада, что нам удалось с моей моделью найти способ, который будет держаться на ее ногтях. Поэтому мы стремимся к отращиванию длины, хотим со временем получить форму миндаль. Раскрываю карман кутикулы апельсиновой палочкой. Работаю бережно, ведь кутикула моей модели чувствительная. Для обработки птеригия буду использовать алмазную насадку, чечевица или бутон диаметром 0,25 с красной насечкой. Она у меня немного потемнела от сухожара, но насечка красная. Такая насадка хорошо приподнимает кутикулу, хорошо прошлифовывает верхнюю ее часть, раскрывает карман. Удобно для обработки боковых валиков. За счет широкого пузика делает это быстро. Но при этом такая насадка может быть и опасной, если поставить ее на носик. Кожа у моей модели влажная, и периодически насадка забивается, я очищаю ее боковую сторону бафа. На скорости вонзаю в него, поднимаю вверх, и насадка чистая. Так просто можно очистить ее. Принцип работы такой фрезой такой же, как и пламенем. Работаем плоскостью, не поднимаем фрезу на носик, хорошенько оттягиваем кожу и идем по ней. Наша насадка не должна сильно касаться ногтевой пластины, издавать сильно звенящий звук, и не должно быть огромного количества пыли. Это будет говорить о том, что вы пропиливаете ногтевую пластину. Теперь придаем форму. Нахожу самую короткую ногтевую пластину от кутикулы до свободного края и начинаю опил с него. Изменяем форму на овал. Здесь нам не хватает длины. Оставим так. Чуть позже мы донарастим длину. Выполняю длинные движения сначала слева, затем справа и свожу в серединку. Таким образом опил получается намного быстрее, нежели чем делать несколько взмахивающих движений с одной стороны, с другой. Работа должна быть продуктивной. Во время опила формы на безымянном правой руке сломался кончик материала. Это гель, не натуральный ноготь. Оставляем так, чуть позже также донарастим. Пилка у меня с абразивностью 180 грит, поэтому смело зашлифовываю поверхность ногтя для того, чтобы убрать мелкие отслойки, неровности предыдущей базы и для того, чтобы приподнять чешуйки ногтевой пластины. На самом деле на этом этапе можно тратить не так много времени. Вы поймете чуть позже почему. Зашлифовала ногтевую пластину и теперь приступаем к срезу. Почему я сделала его не сразу? Если мы сделали бы срез кутикулы, потом начали работать пилкой, была бы большая вероятность того, что кутикула размахрится, можно ее случайно поранить. Поэтому эффективнее сделать так. Сначала зашлифовать пластину, а затем уже приступать к срезу. Сначала первым этапом мы приподнимаем кутикулу еще сильнее, создавая юбочку. И затем вторым проходом, самой широкой частью, начинаю подсекать кутикулу.
иду по границе между белой и розовой частью. В некоторых местах кутикула недостаточно убирается. Для того, чтобы модели не было горячо, неприятно, наношу на кутикулу дегидратирующий тоник и срезаю по нему. Получается такой эффект скатки. Аппаратный маникюр в таком случае более безопасен, потому что идет не глубокий срез, а бережное шлифовывание кожи. Такой результат. Подготавливаем ногти, наношу бескислотный праймер и базу тонким слоем. База нужна нам для сцепки, потому что сейчас мы будем запечатывать свободный край. Отправляем лампу на просушку и теперь выстраиваем отсутствующую длину, отсутствующие уголки при помощи очень густого и очень твердого геля. Называется он Stretch от марки C&I. Такие гели есть еще и в других марках. Такие гели предназначены именно для ремонта, для укрепления ногтей, для запечатывания. Они очень прочные. Отправляем на просушку по одному ногтю, потому что гель способен стекать под ногтевую пластину и потом придется дольше пилить изнутри. Вытягиваю гель как будто бы ниточкой. Таким образом немного увеличивается свободный край и происходит запечатывание ногтя. Получается, свободный край неподвижен и, соответственно, не будет сколов. Делаю я это очень быстро, поэтому не могу сказать, что такая процедура намного увеличивает время вашей работы. Просушили. Этот гель нужно сушить 2 минуты в лампе. Сняли липкий слой и зашлифовываем поверхность и окончательно придаем форму. Подписывайтесь в социальных сетях, там вас ждет еще больше полезной информации. Когда я подравниваю форму, немного уходит геля, но полностью его мы не спиливаем. Все равно остается запечатывание. Полностью убираем пыль и наносим с выравнивающим слоем камуфлирующую базу молочного цвета. У меня от марки Linta. Она очень быстро разравнивается, имеет среднюю консистенцию. Буквально несколько движений справа и слева, переворот руки, отцентровка материала к наивысшей точке, и наша идеальная архитектура и блик готовы. А еще в чем преимущество этой базы, что она не желтеет после просушки. Если вы знаете еще подобную молочную базу, которая не желтеет, обязательно напишите в комментариях, потому что я очень люблю молочные оттенки. Если образуются пузырьки, обязательно прокалываем их кисточкой или апельсиновой палочкой, или уводим из материала. Проверяйте боковые стороны на наличие материала. Если боковые стенки будут пустые, без базы, скорее всего, они сломаются. Также эти приставучие волоски, которые находятся в материале, летают где-то в воздухе, достаю их кисточкой. Перед тем, как покрыть ногти цветом, отодвигаю кутикулу апельсиновой палочкой, еще больше приподнимая ее, чтобы цвет лег под кутикулу. Выбрали песочный оттенок, а у кутикулы прокрашиваю тонкой кистью. Гель-лак достаточно плотный, понадобился один средний слой для того, чтобы он лег без проплешин. На нескольких ногтях сделаем дизайн. Ставлю данный гель-лак на палитру, использую кисть с длинным ворсом для того, чтобы нарисовать прямую линию. Кстати, чем длиннее линия, тем длиннее должен быть ворс у кисти. Поэтому такие дизайны, как прямые линии, геометрия, удобнее всего рисовать кистями с длинным ворсом. Рисую линию и закрашиваю пространство гель-лаком в один слой.
Отправляем на просушку. Беру небольшой кусочек, рву на мелкие фрагменты и при помощи пинцета выкладываю посередине, между переходом песочного цвета и молочного. С другой стороны пинцета у меня силиконовая палочка, которой я прижимаю поталь. Здесь кому как больше нравится, можно взять больше, можно взять меньше, можно взять и абсолютно любые другие блестки, все по вашему усмотрению и желанию. Данный дизайн выглядит очень стильно, минималистично и лаконично. Перекрываю ногти матовым топом. Нравятся мои ролики? Хотите знать больше о маникюре? Предлагаю присоединиться и получить доступ к базе знаний школы Сакрамел. Более 20 видеокурсов по цене одного с получением сертификата. Они доступны по всему миру. Для подробной информации переходи в описание. Снимаю липкий слой. Теперь использую глянцевый топ. Ставлю небольшие капли на поталь. Получается 3D эффект. Поталь блестит, светится изнутри, а ногти очень приятные на ощупь, с сатиновой текстурой. Это еще не все. Выпиливаем ступенечки, образовавшиеся под ногтевой пластиной из-за того, что гель немного стекал, и часть натурального ногтя, для того, чтобы он не отходил, не скручивался и в целом не было сколов. На мой взгляд, все сошлось. И дизайн, и цвета. Как считаете вы? Наш результат. Как видим, ногти прекрасно относились, запечатывание ногтей сработало, и мы продолжаем с Аленой отращивать ее натуральные длинные ногти. Понравилось видео? Ставьте обязательно пальчик вверх. Но я желаю всем счастливо, успехов, пока-пока!